Ричард уже почти 10 лет работал в маленьком кафе в старом районе Остина, штат Техас. Ему было чуть за 30, и его знали как вежливого, чуть сутулого бариста с добрым лицом и медленным шагом. Он давно жил один в скромном доме на окраине с заросшим двором и почерневшими ставнями, но каждый день выходил в сад поливать увядшие цветы. Это было важно. В тот октябрьский вечер в городе хлестал холодный дождь. Посетителей почти не было, только какой-то подросток в наушниках и одинокая женщина с книгой. Ричард протирал стойку, когда дверь хлопнула, на пороге стояли двое детей, девочка лет 11 и мальчик помладше. Они были промокшими босыми и смотрели не на людей, а на витрину с маффинами. Владелец кафе, мистер Грейсон, уже открыл рот, чтобы их прогнать, но Ричард опередил. Он просто сказал, что накормит их за свой счет, и повел их в теплый угол. Снял мокрые куртки, поставил рядом обогреватель, принес горячего супа и тостов. Они ели молча, жадно, будто не ели несколько дней. Он узнал, что их зовут Лейла и Бен. Родители погибли в автокатастрофе, а из приюта они сбежали после того, как Бена ударили за то, что он заплакал. Ричард, не задавая лишних вопросов, позвонил знакомой женщине Саре Миллер, управляющей приютом в северной части города. Он доверял ей. Уже вечером он отвез детей к ней на автобусе. В пути мальчик заснул у него на плече. Лейла сжала его руку и не отпускала. Через неделю он узнал, что детей перевели в приемную семью в другой штат. Больше он о них не слышал. Прошло почти 20 лет. Кафе все еще работало, а Ричард, посидевший и замедленный, продолжал приходить первым, когда на улице только серел рассвет. Все было по-прежнему: кофемашина, старое радио, запах выпечки. До 1 утра. Над районом пролетел вертолет, шумно завис над улицей и опустился прямо у входа в кафе. На борту надпись «BL Foundation». Из кабины вышли мужчина и женщина в дорогой одежде. Женщина сняла очки и улыбнулась, немного неуверенно. Это была Лейла, а с ней взрослый Бен. Они обняли его. Сказали, что искали его годами. Их фонд помогал сиротам, пострадавшим от насилия. Их путь начался в ту дождливую ночь в углу старого кафе с тарелки супа. Они выкупили здание, отреставрировали его, и теперь на фасаде висела табличка «Кафе Ричарда». Место, где начинается надежда. В тот вечер он сидел у себя в новом доме у реки с видом на закат, среди подаренных книг и фотографий. Он все еще не верил, что обычный жест сострадания изменил чью-то жизнь. И когда в дверь снова постучали, он открыл и увидел Лейлу с коробкой. В ней был документ, теперь кафе принадлежало ему официально. Но больше всего его тронула фотография, вставленная в рамку. Он, молодой, с фартуком, а перед ним 2 промокших ребенка. Под ней была надпись: «Один теплый ужин может стать началом чьей-то новой жизни». Ричард долго смотрел на фото. Он не искал славы, не ждал благодарности. Он просто однажды не отвернулся. И теперь знал, этого было достаточно. Вот такая удивительная история. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, впереди еще много интересного.